Всем привет! Вот такие вот звуки на Opel Astra J на родных амортизаторах. Автомобиль уже рестайлинговый, с пакетом для плохих дорог. Стук стоит только на мелких неровностях. То есть проходим большие кочки замечательно. Да, и еще момент. Кто говорит, что там суппорта брякают на рестайлинге, они не брякают. Проверить это можно элементарно. Сейчас нажмем на педаль тормоза, и звуки как были, так и останутся. Сейчас я давлю на тормоз и на газ одновременно. Как брякает, так и брякает. Так что утверждать о том, что это суппорта, нельзя. В общем, перед нами два амортизатора. Значит, на родном амортизаторе реально есть люфт. Вот, как указывали ранее, здесь вот. На амортизаторе Каяба он еще больше. Сейчас посмотрим, поменяем амортизатор, будет ли стоять стук. Всем привет! Это опять я на Opel Astra J 2013 года. Хочу вам рассказать продолжение истории. Я заменил штатные амортизаторы на амортизаторы Каяба средней жесткости, и получается все стуки прошли. Значит, скажу так, разобрал суппорта передние. На рестайлинговых автомобилях они уже доработаны, они стучать не могут. Так что на 2012 году, возможно, такая проблема была, да, там брали скобки, то есть там смазка их тоже, это вряд ли поможет, там надо просто у токаря переточить эти пальцы. Значит, еще нашел видео на ютубе о том, что надо замотать кончик стойки изолентой, чтобы не брякало. Это, ребята, просто, ну, сущий бред, реально. Там затянуто все гайкой и поджато пружиной. В общем, такого просто быть не может. Но сейчас вы просто можете послушать тишину подвески с амортизаторами Каяба. Реально едешь и получаешь удовольствие от этого автомобиля. Раньше это, ну, вы сами знаете, если у вас стучит в холода. Сейчас на улице минус 22. Тишина в салоне. Опоры менять не надо, опоры надежные, хорошие. У меня пробег сейчас 60 тысяч километров.
Я разобрал стойки, в них менять ничего не надо. Заказывайте только, получается, вкладыши, амортизаторы. Ищите дешевле. Я заказал с Москвы. Мне они обошлись за пару 6800 рублей. И вы на отличном автомобиле. Всем спасибо, до свидания.